Начинаем наше путешествие «Кольцо антилопы». Та-да-да-да-да-да. Первым пунктом назначения мы выбрали штат Колорадо, а именно скалистые горы, которые мечтали посетить уже очень давно. Чтобы добраться туда, необходимо проехать 5 штатов – Пенсильванию, Огайо, Индиану, Айову и Небраску. А это означало 2-3 дня беспрерывной езды за рулем. И вот штат Пенсильвания. В переводе это название означает «лесистая земля Пенна». Она названа так в честь основателя первой колонии поселенцев на этой земле Уильяма Пенна. Штат оправдывает свое название полностью. По обеим сторонам дороги простираются могучие зеленые леса, скрывающие горизонт. Название штата Огайо произошло от иракезского слова «Охийо», что означает «большая река». Одноименная река протекает по 6 штатам и является одной из самых длинных рек США. Добраться до любого населенного пункта Америки можно через огромную сеть скоростных дорог, хайвеев, которые как артерии соединяют штаты, города, поселки, ранчо, фермы и самые удаленные уголки страны. На границе штатов и перед въездом в большие города расположены толлы, места, где мы оплачиваем дороги. Эти деньги идут на ремонт уже существующих и строительство новых дорог. Поскольку видео снималось в далеком 2013 году, толлы выглядят по старинке, с будочкой и человеком внутри, который принимает оплату. Постепенно такие сооружения исчезают из американских хайвеев. Плата взимается мгновенно, автоматически, через специальные устройства, расположенные как в машине, так и над дорогой на специальных конструкциях. Штат Индиана считается одним из самых развитых штатов Америки. Ведущая отрасль – автомобилестроение. Именно поэтому каждый год здесь проходит автогонка Инди 500, а одна из популярных марок автомобилей – Subaru, выпускается именно в Индиане. Постепенно за окном нашей машины меняется рельеф местности. Леса редеют, постепенно исчезают горы и холмы. И вот на горизонте штат Иллинойс. Это один из самых индустриальных штатов страны. Здесь представлены все виды тяжелой промышленности, машиностроение, обработка нефти, производство электрооборудования, химическая промышленность, ядерная энергетика. В этом штате 6 действующих атомных электростанций, а знаменитые Боинги строят именно в штате Иллинойс. Для того, чтобы сократить время поездки, мы даже не останавливались ночевать в мотелях. Делали привалы лишь на короткое время для перекусов и передышки. Спали в машине на туристических матрасиках, в спальных мешках, опустив заднее кресло. Огромное зеленое табло сообщает нам, по какой дороге мы едем. В Америке существуют номерные названия дорог. В данном случае мы передвигаемся по скоростному шоссе номер 80 западного направления. Существует точно такая же дорога номер 80, только в обратную сторону. Хайвей США строится таким образом, чтобы не было встречного движения.
Если вы едете на запад, то встречная полоса машин будет расположена достаточно далеко. Это уменьшает количество аварий и столкновений. Также на кромке обочины нанесены насечки. В случае, если водитель уснул за рулем, это позволяет ему вовремя проснуться от резких вибраций машины. На обочинах хайвеев останавливаться можно лишь в крайнем случае. Поэтому на зеленых табло рядышком желтым цветом намечают съезды с дороги (exits), а также близлежащие населенные пункты и города. На американских дорогах сложно заблудиться, даже без навигатора. Штат Айова иногда называют продовольственной столицей мира. На бескрайних полях, сменивших густые леса, выращиваются кукуруза, соя, овес и другие сельскохозяйственные культуры. Название штата Небраска в переводе с языка индейцев означает «ровная вода». Здесь не только ровная вода, но и местность представляет собой бесконечные сельскохозяйские угодья. И вот мы уже едем по бескрайней зеленой долине, простирающейся до самого горизонта. Впервые за несколько дней мы видим неисчислимые стада коров, мирно пасущихся в этой плодородной долине. Огромные поля, поливочные машины на них достигают порой 300 метров в длину. Всего 2 дня езды, и ландшафт за окном нашей машины полностью изменился. Горизонт отодвинулся так далеко, что машины, едущие впереди, напоминают маленьких жуков. Вместе с ландшафтом изменялась и погода. Мы заезжали в зону облачности и дождя, а сейчас проезжаем сухую и теплую долину, наполненную до краев лучами солнца. Человеческие постройки здесь встречаются изредка. Практически нет рестерий, поэтому мы едем без остановок, чтобы быстрее добраться до намеченной цели – скалистые горы штата Колорадо. И вот после 2 дней непрерывной езды из одного штата в другой мы заметили гряду гор, которые поначалу приняли за облака на горизонте. Приближаясь ближе и ближе, мы осознали, что это скалистые горы штата Колорадо. Кстати, название штата происходит от названия одноименной реки, что в переводе с испанского означает «цветной» или «окрашенный».
И это вполне соответствует окружающим нас краскам природы, а особенно разнообразию оттенков скалистых вершин. Для путешествия по Колорадо мы выбрали одну из самых красочных дорог, которая несла нас мимо горных вершин и рек, ныряла в широкие туннели, извивалась горным серпантином, показывая все величие окружающей природы. Скалистые горы штата Колорадо, как высокий забор по диагонали через всю страну, ограждают Калифорнию и другие теплые штаты от зимней непогоды и холода. Зато в Колорадо погода всегда неустойчивая. Снег может выпасть даже в теплые месяцы. И в конце весны и даже летом в высокогорье часто можно увидеть снежные сугробы. Мы были очарованы красотами, проносящимися мимо окон нашей машины. Дух захватывал от высоты нависающих скал, резких изгибов шоссе, от блеска горных рек, мелькающих вдоль обочины, а еще мощной сочной зеленью, обрамляющей горы до самых снежных вершин. И вот, наконец, на третий день путешествия мы очутились в небольшом городке Эстес Парк, где, собственно, начинался национальный парк или по-русски заповедник Rocky Mountains. Первый же день мы отправились туда, но въезд в парк был закрыт из-за выпавшего снега. Смею напомнить, что путешествовали мы в конце мая, и в штате Нью-Йорк уже отцвела сакура и вовсю цвели розы. Но в Колорадо, как я и говорила, погода непредсказуема, поэтому пришлось ждать до утра, пока не расчистят снег на дороге в парке. Очень часто в национальных парках есть так называемые scenic roads или специальные проложенные асфальтированные дороги с наибольшим количеством живописных мест и специальных площадок, где можно любоваться и фотографировать изумительные ландшафты на память. Кстати, национальный заповедник Rocky Mountains был открыт в 1915 году президентом Вудро Вильсоном.
А в 1976 году ЮНЕСКО объявила парк одним из первых биосферных заповедников мира. Не избежали мы и встречи с дикой природой. Олени спокойно и не боясь выходили на дорогу, а туристы останавливали машины и терпеливо ждали, когда дикие животные удалятся щипать траву подальше от оживленного движения на трассе. Чем выше мы поднимались в гору, тем холоднее становился воздух. И вот на обочинах стал появляться снег. Trail Ridge Road, по которой мы прокатились с ветерком, самая высокая проездная дорога с твердым покрытием, асфальтом. Мы добрались и до самой ее высокой точки – 3713 метров над уровнем океана, где в конце мая еще лежал слой снега выше человеческого роста. И в это время здесь вполне возможно увидеть лыжников.
Но на самом пике этой дороги мы въехали в настоящий снежный туннель. Следующим пунктом нашего путешествия мы выбрали Black Canyon of the Gunnison, что в переводе означает «Черный каньон на реке Ганнисона». Живописная дорога, обрамленная горами со снежными вершинами, радостно спешила нам навстречу. Глаза впитывали захватывающую красоту, непривычную для глаза человека, выросшего на равнине. Иногда скалы так близко прижимались к дороге, что казалось, их можно тронуть рукою. Огромное впечатление оставляли о себе длинные туннели, пробитые в мощных горных породах. Это настоящие живые артерии, движение на которых не останавливается ни днем, ни ночью.
Национальный парк Блэк Кэньон – один из самых небольших национальных парков США. В доисторические времена каньон и его окрестности населяли индейцы племени Юта. Впервые об этих местах узнали из экспедиции Джона Ганнисона, в честь которого и была названа река. В 1933 году каньон стал национальным монументом, и лишь в 1999 монумент преобразовали в национальный парк. Скалы, из которых состоит каньон, были сложены в докалибрийский период, и их возраст достигает около 2 миллиардов лет. Некоторые формации в нижней части каньона состоят из песчаника и относятся к мезозойской эре. В парке встречаются 66 видов млекопитающих и около 800 видов растений. И вновь дорога зовет нас вперед к следующему пункту назначения. Это Меса-Верде, национальный парк. Он расположен на юго-западе штата Колорадо. Дорога к нему не перестает радовать своими красотами, снежными вершинами вдалеке, горными реками, струящимися вдоль обочины, и милыми уютными небольшими городками. Ландшафт неуловимо меняется. Сначала на горизонте все еще видны суровые снежные вершины, но вскоре горе приобретает яркий красноватый оттенок, что свидетельствует о близости штата Аризона. Мрачные серые скалы изменяются яркими оттенками красно-коричневой и желтой палитры. Сочетание с зеленью – это незабываемое зрелище и праздник для глаз.
На самых подступах к Меса-Верде мы проезжали мертвый лес. Когда-то его настиг мощный пожар, и остовы сожженных деревьев так и застыли на многие годы печальными скелетами, а внизу уже изо всех сил прорастают новые зеленые побеги. В этой части США, особенно в лесах Калифорнии, пожары – частое событие. Все это происходит из-за высокой температуры воздуха в летнее время и низкой влажности. Национальный парк Меса-Верде, в переводе из испанского «зеленый стол», был создан в 1906 году президентом Теодором Рузвельтом для защиты хорошо сохранившихся построек индейцев Анасази, которые жили в этой местности с VI по XIII век нашей эры. Меса-Верде – это самое большое жилище на утесе, которое называется Дворец Утеса. Древние жители Меса-Верде, народ Пуэбло, существовали за счет охоты и выращивания сельскохозяйственных культур. Первые свои жилища они начали строить где-то после 650 года нашей эры. Особенностью этих хорошо сохранившихся построек было то, что возводились они в нишах и выступах каньонов. Здания складывались из блоков твердого песчаника, соединенных между собой глиняным раствором. Типичное жилище на утесе того периода было домом для более 100 человек и включало в себя жилые комнаты, а также хозяйственные постройки, например, для хранения зерна. Особое значение люди Пуэбло придавали охране своего жилища. Для этого на уступах скал были сооружены специальные обзорные площадки, которые позволяли видеть неприятеля издалека. В конце XII века в Меса-Верде произошло резкое сокращение населения. Создавалось впечатление, что люди просто исчезли из этих краев. Ученые предполагают, что народы Пуэбло мигрировали из-за ухудшившихся условий жизни, но этому есть мало подтверждений. Спустя столетия нам на память остались крепкие и таинственные постройки загадочных людей Пуэбло. В 1978 году национальный парк Меса-Верде был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его исключительной значимости. В национальном парке Меса-Верде мы пробыли всего несколько часов. Прекрасное время на закате, когда блики солнца медленно угасают на склонах гор. Но любопытство и жажда новизны гнали нас вперед, потому что мы впервые путешествовали по западной части США. Дорога местами напоминала старый вестерн, а местами другую незнакомую планету. Именно поэтому кинокомпании давно облюбовали здешние места для съемок фильмов про ковбоев, индейцев, а также инопланетные одиссеи и фантастические блокбастеры. Так и кажется, что из-за поворота появится космический корабль или существа из других планет. Это штат яркого солнца, причудливого ландшафта, глубоких красочных каньонов и огромного количества национальных парков. Поэтому в штат Юта невозможно не влюбиться с первого взгляда.
Первым в нашем списке стоял национальный парк Арки, в котором сконцентрировано самое большое в мире количество натуральных арок. «300 миллионов лет назад здесь плескалось море. Затем оно пересохло и превратилось в огромный солончак. Со временем солончаки размылись, и скальные породы вышли на поверхность. В течение многих столетий эрозия почвы, ветер и вода убрали все мягкие частицы пород, что и привело к образованию знаменитых арок среди оранжевых песков». Эти три фигуры, вытесанные ветром и временем, издалека да и вблизи очень похожи на людей. Они так и называются – Three Gossips, что в переводе означает «три сплетницы». Эти вечные сплетницы застыли незыблемым памятником рядом с Scenic Road, живописной шоссейной дорогой, по которой можно объехать весь заповедник на машине. Мы объехали весь парк, наслаждаясь необычными красками и живописным ландшафтом. Вдоль этой дороги организовано очень много остановок для того, чтобы полюбоваться видами ландшафта, сфотографироваться, да и оставим автомобиль на паркинге прогуляться пешеходными трейлами. Здесь даже есть кемпинги, где за символическую плату можно переночевать под звездным небом рядом с дикой природой. Совсем ненадолго задержались возле балансирующего камня Balancing Rock, одной из ярких достопримечательностей заповедника. Кстати, величина этого камня достигает размеров 2 автобусов, но издалека он выглядит не таким уж большим.
С очень большого расстояния мы полюбовались деликатной аркой, одним из главных символов штата Юта. Ее еще шутливо называют «ковбойские штаны». Это изысканное чудо природы находится на вершине горы, как окно в другой мир. В этот день мы еще немного побродили пешком, познакомились с двойной Double Arch и Landscape Arch, ландшафтной аркой и многими другими красотами природы. А вообще в этом национальном заповеднике сосредоточено более 2000 натуральных созданных природой арок. Поэтому увидеть все за один день просто невозможно. Сюда нужно приезжать хотя бы на 3 дня. Очень хорошее время весной, когда цветет пустыня, и колючие кактусы покрываются нежными и яркими цветами. Ну а дорога снова торопила нас. Оставалось все меньше и меньше времени, чтобы посетить все места, которые мы запланировали. Распрощавшись с национальным заповедником Арки, мы направились в знаменитую долину монументов, которая раскинулась широко на 2 штата – Аризону и Юту. По дороге мы проехали мимо арки Вилсона, которая была названа в честь Джо Уилсона, местного первооткрывателя. Высота арки составляет 1870 метров, ее хорошо видно, проезжая по дороге 191. Всю вторую половину дня мы продолжали ехать и любоваться изменчивым, причудливым ландшафтом и безудержной игрой красок штата Юты. К слову, Долина монументов не является национальным парком США, потому что находится на территории или резервации индейского племени Навахо. Это как бы автономная республика индейцев или страна в стране. Здесь нет в привычном значении границ, и слово «резервация» не означает, что индейцы живут за колючей проволокой. Это огромная территория, на которой действуют свои законы, свои обычаи, в то же время открыта для посещения всех желающих. Когда-то, практически 250 миллионов лет назад, здесь плескалось море. Море исчезло 70 миллионов лет назад, когда тектоническая плита поднялась в результате вулканической деятельности. Воды схлынули, дно обнажилось и сформировалось плато. Долгие столетия ветра и дожди шлифовали эту поверхность. Здесь стали появляться каньоны и ущелья, отвесные горы с осадочных пород. В конце концов, руки природы и создали причудливые формы скал, нерукотворные монументы, застывшие вечным памятником среди пустыни. Когда мы уже подъезжали к долине, стало темнеть, и мы приняли решение развернуть машину, найти ночлег и утром выехать к монументам, чтобы не пропустить ни одну крупинку местной красоты.
Переночевав в отеле, рано утром мы отправились в дороги и почти сразу увидели его – Mexican Head или сомбреро. Это каменное изваяние реально похоже на мексиканское сомбреро. Уже сотни лет он удерживается на вершине горы вопреки законам тяготения. Природа создает порой причудливые формы. И вот, наконец, тот самый миг. Именно то место в долине монументов. Кто смотрел фильм «Форрест Гамп», тот меня поймет. Когда я впервые увидела этот пейзаж в фильме и бегущего на его фоне Форреста Гампа, не переставала мечтать сюда попасть и увидеть своими глазами эти величественные склоны. Мы долго любовались этим неземным рельефом, а на обочине под навесом индейцы племени Навахо продавали свои ручные поделки, в основном украшения. Долина монументов мелькает во многих вестернах и даже фантастических фильмах. Очень уж необычный ландшафт и краски, создается впечатление, что ты попал на другую планету. Наше путешествие по индейским землям еще продолжалось, и изюминкой маршрута стало таинственное место на земле индейцев Навахо, называемое каньон Антилопы, что в Аризоне. Те фотографии, которые мы увидели перед отъездом в интернете, потрясли наше воображение, и мы решили во что бы то ни стало найти этот каньон и увидеть все своими глазами. В дороге мы немного задержались, шли ремонтные работы, и нам пришлось стоять в пробке какое-то время. Но в конце концов мы прибыли на место.
Чтобы попасть в каньон, необходимо заплатить местным проводникам небольшую сумму денег. И поскольку индейцы Навахо не разрешают чужим машинам заезжать к местной достопримечательности, нам и всем остальным туристам пришлось пересесть в джипы местных проводников. Они-то и привезли нас по дороге, если это можно назвать дорогой, к входу каньона. Вход каньона Антилопы – это узкая расщелина, через которую попадаешь в другой мир, другую реальность необычных форм и красок. Это место трудно описать словами, и с самых первых секунд понимаешь, почему фотографы со всего мира стремятся к этому природному сокровищу, чтобы запечатлеть эти изгибы камней, эти переливы необычных красок. Самое лучшее время посещения – средина дня, когда лучи солнца создают причудливые тени на стенах каньона. Сами индейцы называют каньон место, где вода течет сквозь скалы. В период муссонных дождей находиться в каньоне опасно, поскольку даже при небольших осадках вода прибывает очень быстро и спастись практически невозможно. В 1997 году здесь погибла группа туристов, их просто смыло водой. А выбраться из этих узких извилистых проходов, наполненных водой, практически невозможно. Самое лучшее время года для посещения каньона Антилопы – это апрель, май, июнь. Солнце в это время стоит достаточно высоко, да и погода сухая, без дождей. К слову, почему каньон Антилопы? Индейцы считают, что стены каньона, его цветовая гамма и оттенки напоминают шкуру антилопы,